Я никогда не понимала, что значит строить отношения, устраивать свою жизнь. Для меня это все дамские штучки. Автономия – это предельная независимость. Необходимость ее вытекает из моей последней истории с парашютистом. Это был настоящий роман. У меня никогда такого не было. Я так любила его. Это было как в кино, как в книжках. Я никогда ничего подобного не испытывала. Я отдала ему все сердце. Зелень смешать со сливками. Вот тебе и салат готов. Ну, сливки, конечно, лучше с рынка. Однажды он мне сказал: знаешь, у меня сегодня соревнование, мне нужно прыгнуть с парашютом, а после я приду, и мы поедем ужинать вместе. Я ждала его. Я ждала. Можно было бы уже 100 раз прыгнуть. Я не знаю, я взяла такси, поехала к нему на аэродром, а он разбился. Ну, слава богу, не смертельно, он был очень сильно ранен. Я взяла его к себе, стала ухаживать за ним, я стала кормить, поить его. Я меняла утки. Для меня это было такое счастье. Это было ужасное счастье, идеально. Я охраняла его, оберегала его. Он весь принадлежал мне, только мне. Знаешь, когда он лежит весь забинтованный, это такое радикальное, эротическое, я бы даже сказала, эгалитарное наслаждение. Я, когда видела его в бинтах, у меня, знаешь, возникала эрекция. Он умер? Нет. Он выздоровел. Скотина. Приходит ко мне однажды и говорит: знаешь, а я не могу с тобой жить. Я чувствую себя рядом с тобой, мебелью. Я не венский стул. Новый рецепт шпинатной запеканки. Берем шпинат, только замороженный обязательно в пакетиках, стакан майонеза, стакан сметаны, стакан муки и 6 яиц. Теперь я автономная женщина. Такая идентичность предполагает особую стратегию жизни и особый вариант презентации себя. Для автономной женщины характерно баланс между самостоятельностью и особой вовлеченностью в отношения. Мы так долго с ним боролись. Он был первым человеком, которого я так сильно полюбила. До него я никогда так не любила. И здесь он заболел сахарным диабетом, а потом он стал наркоманом. Я его выкарабкивала, ездила по больницам, вытаскивала, по монастырям вытаскивала отовсюду. Я думала, что мы поборем с ним вместе это, потому что когда он болел диабетом, вот из-за этого я его не бросала, потому что все говорили, что хватит, это страшная болезнь. А для меня самое главное, что это недуг, и таким недугом мог заболеть любой. А наркомания уже это не болезнь. Последнее, что оставалось делать, это вместе с ним туда. И вот как-то после очередной больницы он приходит ко мне, а был март уже таял снег, были проталины. Я никогда в жизни, он никогда не плакал, все время плакала только я. И здесь первый раз в жизни я села на скамеечку, он встал передо мной прямо на колени в этот проталенный снег, стоял все время, меня поздравлял со всеми праздниками, заглаживал свою вину. Здесь он стоит передо мной на коленях и вытаскивает из своей старенькой грязной куртки шоколадку, протягивает, и
меня. Прости меня, пожалуйста. Я ему говорю: Саша, я бы тебя простила, но у меня веры больше нет. Нет больше веры. Я отвернулась, не могла больше на это смотреть. Пошла в парадную, села на ступенечки, начала плакать. Мне было не остановиться. Выглядываю в окошечко, смотрю. А он так и сидит на коленях в этой проталине. Весь мокрый. Декларация Объединенных Наций утверждает, что женская автономия есть основа человеческого достоинства, и что она должна лечь в основу всех прав человека. Определенно, женщина умнее, прекраснее, на совершеннее любого мужика. Нужно, чтобы была, понимаешь, логика эмоционального контроля. Слышала о такой? Все, я ухожу к олигарху. Меня устраивают его условия. Он приходит 1 раз в месяц, дает тебе деньги, а ты делаешь все, что ты захочешь. Ну, естественно, чтобы он об этом не знал. Кто тебя с такой рожей-то к олигарху возьмет? Там очередь из топ-моделей. Что, золотую клеточку захотела, да? А ты мне что, а? Ты мне что, она всех бросала? Да вон все тебя бросили, видишь, да, все тебя Да, бросили. ты, у нас черная лошадка. Да, Лошадь ты ломовая в повозке, вот ты кто. да. Смотри, сколько мужиков-то, хоть жопы ешь, просто мозги надо Да, иметь, чтобы мозги. не наркомана найти, а нормального мужика с мозгами. Да, кто с тобой оставался-то, кто задерживался-то больше месяца с тобой, а? Я искала и Да, находила находила любовь. на любовь. Любовь, она в семье, любовь, когда дети, муж, все равно какой, но муж. Оскорбляешь само понятие любовь, и любовь тебе Да. когда-нибудь отомстит. Да, отомстит Ты, любовь. знаешь, мне, ты да? кто? Ты рабыня, твоя Рабыня, бабка да. была рабыней, твоя мать была рабыней, ты рабыня, да. твои дети, они Ах все ты, будут сука, ты рабами. змея, ты подколодная! Петя, Маша, за мной!